Ола, амигос. Ребят, я на море, вот можете наблюдать за моей спиной. Теплое море, вот такие вот замечательные камни и замечательное голубое небо. Сижу здесь и решил записать видео о путешествиях. Я назвал это видео «Человек должен путешествовать». И да, действительно, я считаю, что человек в своей жизни должен именно ставить основную цель как путешествие. Конкретно для меня это кругосветка, то есть объехать, если не все страны мира, понятно, что это очень дорого и практически нереально, но хотя бы посетить все континенты. Я думаю, что я в силах это сделать, и многие из вас тоже. Конечно, это потребует каких-то затрат денежных в первую очередь. Но поэтому, собственно говоря, и нужно работать. Я считаю, что работать ради каких-то материальных благ – это глупость. Глупость, поскольку ничто материальное не даст вам таких ярких ощущений, ярких впечатлений и вообще не отложится в памяти настолько, как путешествие в разные другие страны. Вообще, люди, в принципе, по своей природе люди всегда путешествовали. Если взять самые-самые древние времена, то человек всегда куда-то шел. Человек открывал новые земли, открывал новые народы, знакомился с новыми обычаями и так далее. То есть, если бы люди не путешествовали, то бы у нас наша планета до сих пор была не полностью открыта и не было бы вообще карты планеты Земля. И я не понимаю, почему в современном обществе произошел такой раскол, вот в частности в России, да, некоторые люди вообще не хотят никуда ехать дальше своей деревни. То есть, условно, я не знаю, что на это повлияло так сильно, но они почему-то считают, что куда-то путешествовать, куда-то ездить – это лишнее в жизни, то есть не стоит тратить на это ни время, ни деньги. Начинать, конечно же, стоит, наверное, с малого. Вот, если нет каких-то возможностей поехать за границу, то можно путешествовать по своей стране. Если нет возможности путешествовать по своей стране, то можно даже путешествовать в соседние города. Или лично я так и делаю иногда. Вот когда я работал, я ждал отпуска, и если у меня не было денег, условно, или там времени, чтобы поехать хотя бы вот на море, да, я просто садился в машину и ехал в соседний город, допустим, за пиццей. Да, банально, это может глупо прозвучать. Зачем ехать в соседний город, чтобы съесть пиццу, да, в 100 километрах условно. Но на самом деле для меня это очень много значило, поскольку происходила смена обстановки, происходила смена локации, то есть все вот эти вот лица, которые вам уже изрядно поднадоели, все вот эти вот пейзажи, пятиэтажки и прочее. Была возможность, то есть это сменить на нечто другое, на другие пятиэтажки и на другие лица. Но все же, именно тот факт, что это были другие пятиэтажки и другие лица, он придавал какой-то уверенности, придавал мне позитива. И то есть после даже такого мини-путешествия в соседний город за пиццей жить становилось действительно лучше, настроение улучшалось и появлялась мотивация двигаться дальше. Что касается кругосветного путешествия, я, к сожалению, пока что не могу выехать из России ввиду определенных обстоятельств, по своей глупости, так скажем. Но факт остается фактом, что я до 30-го года пока что не могу выехать из России. И на самом деле это очень печально, очень печально. Фактически ощущаешь себя ограниченным в правах, то есть просто твои права нарушаются как человека. Хотя я, оговорюсь, не имел никакого доступа к каких-то там сверхсекретным материалам, да, как в фильме там со Скалли и Маулдером, да, к инопланетным, и вообще ни к чему подобному. Но тем не менее меня ограничивал мой работодатель, бывший. Вот такая история. Вообще, судя по статистике, в России половина населения не имеет загранпаспорта, поэтому, я хотя бы здесь не чувствую себя одиноким. Конечно, обидно. Да, путешествие это не для бедных, надо признать. Вот, собственно говоря, для этого и нужно работать, для этого нужно развиваться, для этого нужно делать из себя человека, который может зарабатывать деньги и, собственно говоря, в дальнейшем сможет себе позволить различные поездки.
Хотя в целом сейчас по миру такая тенденция идет, что вводятся различные ограничения, различные законы идиотские, которые ограничивают людей в этом. И здесь, увы, как бы мы ничего не можем сделать, конкретно я ничего с этим не могу сделать. Вот такая вот история, ребят. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, кто что об этом думает. Будет интересно почитать. Hasta pronto, amigos.